Приветствую всех моих дорогих зрителей. Я от всего сердца желаю вам счастья, здоровья и душевного спокойствия. В этом видео я представлю вам 3 отличных и проверенных способа очистки сосудов, а также лечения их закупорки. Эти методы без лишних лекарств и сложных операций полностью очистят ваши вены, эффективно устранят холестериновые бляшки и помогут вам надежно предотвратить опасные инфаркты и инсульты. Но прежде, если вы еще не подписаны, дорогие мои, подпишитесь, поставьте колокольчик на все, чтобы получать уведомления о новых видео и сразу приходить ко мне. Иначе YouTube может перестать рекомендовать мои ролики, и вы пропустите важную медицинскую информацию. Итак, закупорка сосудов – это состояние, при котором из-за скопления бляшек сосуды сужаются и становятся жесткими. Появление таких бляшек обычно сопровождается воспалением, потерей эластичности сосудов и зачастую высоким давлением. И да, это состояние действительно нарушает кровоток и повышает риск инфаркта или инсульта. Кроме того, почти половина сердечных приступов происходит в период с 6 утра до 12 дня. Почему? Потому что уровень гормонов стресса, кортизола и адреналина утром выше, что и повышает вероятность образования тромбов. Существует даже такое явление, как синдром разбитого сердца. Оно связано с сильнейшим стрессом. Например, когда, не дай бог, вы теряете близкого человека, это состояние возникает и повышает риск сердечного приступа в 20 раз. Но каково же решение? Вы наверняка знаете, что аспирин – одно из самых известных средств для профилактики инсультов. Но почему? Потому что аспирин разжижает кровь и тем самым препятствует образованию тромбов. Этот препарат спас много жизней, но у него есть побочные эффекты – желудочные кровотечения, язвы и даже в тяжелых случаях кровоизлияние в мозг. Другая группа лекарств – это статины, которые назначают для снижения уровня холестерина. Их активно рекламируют, но на самом деле их эффективность ниже, чем принято считать. В исследовании 2000 человек старше 50 лет утверждалось, что статины снижают риск инфаркта на 50%. Но при более детальном изучении оказалось, что реальное снижение составило около 1%. С другой стороны, статины могут вызывать мышечные проблемы, эректильную дисфункцию, снижение тестостерона, деменцию, инсульт и даже повысить риск рака. И это все, больше побочных эффектов нет. Но почему я вам все это рассказал? Чтобы вы поняли, что не просто хорошо искать эффективную альтернативу без серьезных побочек, а это действительно необходимо – искать такое лечение, если только вы сами не горите желанием получить те побочные эффекты. Итак, давайте перейдем к 3 эффективным и натуральным средствам. Номер 1. Наттокиназа. Наттокиназа – это фермент, получаемый из ферментированной сои, который уже 1000 лет употребляют в некоторых азиатских странах. Это вещество – одно из мощнейших природных средств для очистки сосудов, оно очень эффективно расщепляет тромбы. В одном эксперименте даже было показано, что наттокиназа может уменьшить тромбоз всего за 6 часов. 6 часов! Снизить его до 88%. Кроме того, она оказывает прямое воздействие на окисленный ЛПНП. Она предотвращает повреждение стенок ваших сосудов, значительно уменьшает воспаление и может снижать высокое кровяное давление. К тому же она делает то, чего многие добиваются – повышает ЛПВП и снижает уровень триглицеридов. В исследованиях на животных также было замечено, что сочетание наттокиназы с джинсенг даже приводит к уменьшению аортальных бляшек. И при этом она делает все это практически без каких-либо известных побочных эффектов. А в ваших странах это тоже можно найти? Да, и наттокиназу, и само натто, традиционное японское блюдо, можно найти везде. Наттокиназа продается в виде порошка или добавок.
Само натто также доступно в некоторых магазинах азиатских товаров или специализированных магазинах импортных продуктов. Даже некоторые местные компании начали производить ферментированные продукты, и, к счастью, натто есть в их ассортименте. Только нужно учитывать, что качество бывает разным. Например, ферментативная активность некоторых образцов ниже, или на нее влияют условия хранения и прочее. Теперь, если у вас возник вопрос: «Доктор, вы же были против употребления сои», я должен ответить, что когда соя ферментируется, все меняется. Ферментация приводит к тому, что аллергенные и эстрогеноподобные соединения в ней сильно уменьшаются, и конечный продукт легче усваивается, а негативное влияние на гормоны исчезает. Номер 2. Омега-3 жирные кислоты, особенно ЭПК. Омега-3 – одно из важнейших веществ для здоровья сосудов, но его главная активная часть – это ЭПК, которая сильно влияет на сердце и сосуды. ЭПК может предотвращать образование тромбов точно так же, как аспирин, но без тех побочных эффектов, которые есть у аспирина. ЭПК также уменьшает воспаление, стабилизирует поврежденные бляшки и предотвращает их разрыв. Теперь у вас может возникнуть вопрос: мы же хотим избавиться от бляшек, а вы хотите их стабилизировать? Видите ли, дорогие мои, стабильность бляшек здесь полезна, а не вредна. Твердая и стабильная бляшка обычно лишь немного ограничивает кровоток, тогда как нестабильная и мягкая бляшка при трещине или разрыве вызывает активацию тромбоцитов и образование тромба. Проще говоря, ее внутреннее содержимое, жир, холестерин и воспалительные вещества внезапно высвобождаются. Этот внезапный выброс приводит к очень быстрому образованию тромба. А теперь, если этот тромб перекроет путь кровоснабжения к вашему сердцу или мозгу, что произойдет? Случится инфаркт или инсульт. Так что, когда я говорю, что ЭПК предотвращает разрыв бляшек, это значит, что она помогает им оставаться стабильными, снижая риск их внезапного разрыва и образования опасных тромбов, чтобы мы могли избавляться от них постепенно, а не в один миг. Одно исследование показало, что прием ЭПК снижает риск сердечных заболеваний на 25%, и помимо антитромботического эффекта, она может снижать уровень кортизола и адреналина, предотвращая тромбы, вызванные стрессом. А какой же лучший источник ЭПК? Жирная рыба, особенно дикая, дикий лосось, рыбий жир из печени трески или сама печень рыбы, которая помимо ЭПК содержит два очень важных витамина. Витамин А, причем в форме активного ретинола, который помогает восстанавливать внутренние ткани организма, обладает противовоспалительным действием и в исследованиях на животных показал уменьшение бляшек, и витамин D, который снижает жесткость сосудов и увеличивает выработку оксида азота. Это означает расширение сосудов, стабильность бляшек и предотвращение кальцификации сосудов с помощью витамина К2. Номер 3 и последний козырь. High Intensity Interval Training, или по-русски интервальные тренировки высокой интенсивности. Научно доказано, что эти упражнения могут быть эффективны в уменьшении бляшек и улучшении здоровья сосудов, так как они усиливают кровоток, стимулируют стенки ваших сосудов и активируют эндотелиальные клетки. Эти клетки, вырабатывая оксид азота, расширяют стенки сосудов, снижают кровяное давление и предотвращают образование новых бляшек. Кроме того, эти упражнения способствуют уменьшению воспаления и окислительного стресса. Таким образом, они предотвращают повреждение стенок сосудов и нестабильность бляшек, и в результате вероятность разрыва бляшки и образования опасного тромба снижается. Более того, эти упражнения снижают уровень ЛПНП и повышают уровень ЛПВП, а этот лишний ЛПВП действует как метла,
собирает жиры и окисленный ЛПНП со стенок ваших сосудов и переносит их в печень для выведения. Все эти факторы вместе приводят к тому, что в конечном итоге здоровье вашей сердечно-сосудистой системы улучшается, а риск инфаркта и инсульта колоссально снижается. Что ж, теперь пришло время узнать секрет очистки почек. Секрет, который поможет вашим почкам избавиться от оксалатов и камней и, наконец, вздохнуть с облегчением. Обязательно посмотрите это видео. В этом видео тоже есть потрясающая информация, не пропустите его. Не забудьте про лайк, подписку и колокольчик рядом, мои дорогие. Увидимся в одном из этих двух видео.